В самом сердце Китая, в регионе Внутренняя Монголия, находится одно из самых суровых и неприветливых мест на планете — пустыня Кузучи. Тем не менее, в течение нескольких десятилетий это место превратилось в символ трансформации и возрождения. История, о которой пойдет речь, начинается в 1958 году, когда правительство Китая предложило смелое решение, направленное на борьбу с экологическими проблемами и улучшение жизни местных жителей. Это решение заключалось в переселении миллиона кошек в безжизненные пески пустыни, чтобы справиться с катастрофическим нашествием крыс. Результат этого эксперимента поразил весь мир. На первый взгляд, идея переселить миллионы домашних хищников в бесплодные земли кажется странной и даже абсурдной. Но именно в этом и заключается суть прогресса. Смелость и инновации, готовность бросить вызов традиционному мышлению и испытывать новые концепты, даже если они кажутся нелепыми. Кошки, которых выбрали для этой уникальной программы, оказались не только выносливыми и умными созданиями, но и настоящими героями проекта, способными изменить судьбу целого региона. Во времена, когда человечество сталкивается с последствиями изменения климата, разрушения экосистем и увеличения численности вредителей, пример Китая становится знаковым. Тем более, что этот опыт может служить уроком для других стран, стремящихся восстановить природное равновесие. Теперь давайте погрузимся в детали этого удивительного проекта, проанализируем его последствия и увидим, каким образом он стал катализатором перемен в жизни местных жителей. Одной из основных причин выбора именно кошек было их естественное поведение хищника и способность контролировать численность грызунов. Кошки, участвовавшие в переселении, отличались высокой адаптивностью и способностью выживать в условиях ограниченного водоснабжения. Эти животные могут длительное время обходиться без воды, получая ее из добычи, и питаться малодоступной дичью, включая насекомых и мелких млекопитающих. Это делало их идеальными кандидатами для жизни в экстремальных условиях. Селекционеры и биологи, работавшие над программой, учитывали ряд факторов: здоровье кошек, устойчивость к болезням, поведенческие особенности и охотничьи инстинкты. В результате была создана популяция, способная быстро осваивать новые территории и эффективно контролировать популяцию грызунов. Эти кошки не только успешно охотились на крыс, но и быстро адаптировались к местной среде, становясь частью естественного баланса экосистемы. Они удаляли избыточные и агрессивные виды грызунов, которые уничтожали посевы и нарушали структуру почвы. Благодаря кошкам местные растения получили шанс на восстановление, а сельскохозяйственные территории — на возрождение. Примечательно, что к 2017 году численность кошек, обитающих в китайских пустынях, достигла впечатляющих 4,5 миллиона. Эта невероятная цифра стала результатом обширной программы разведения и восстановления баланса в экосистеме. Проект не только изменил экологическую ситуацию в регионе, но и положительно сказался на экономике. Объем производства в секторе, связанный с кошками, включая корма, ветеринарные услуги и даже туризм, составил 560 миллионов юаней, около 80 миллионов долларов США, что стало значительным подспорьем для крестьян и пастухов. Фермеры начали содержать кошек не только как помощников по контролю за вредителями, но и как источник дохода. Кошачья шерсть некоторых пород использовалась для производства текстиля, а поведение и интеллект кошек вдохновляли местных жителей на создание образовательных и развлекательных программ. Повысился спрос на домашнюю кошачью продукцию, и жители начали развивать мелкие предприятия, связанные с уходом за кошками и обучением. Благодаря поддержке государства фермеры получали субсидии и кредиты для содержания кошачьих популяций, строительства приютов и создания условий для их безопасной жизни.
Это стало началом новой эры для сельских районов, и многие жители за короткое время смогли существенно улучшить свое материальное положение. В рамках программы также проводились обучающие курсы по уходу за кошками, ветеринарному обслуживанию и управлению кошачьими колониями, что способствовало формированию экологически осознанного подхода. Одним из наиболее удивительных результатов проекта стало постепенное озеленение пустынных территорий. На землях, где раньше царила песчаная пустошь, начали появляться участки с растительностью, восстановленной благодаря снижению численности грызунов. Этот процесс потребовал внедрения агрономических стратегий, таких как севооборот, посадка устойчивых растений и поддержание пастбищ, что в сочетании с природной работой кошек дало заметный эффект. Кошки стали частью системы восстановления почвы. Сокращение численности грызунов привело к уменьшению разрушения корней растений и позволило почве восстанавливаться. В результате биологическое разнообразие увеличилось, и на ранее бесплодных землях стали расти новые виды флоры. Некоторые фермеры даже стали использовать кошек как часть природной защиты от вредителей, сокращая необходимость в пестицидах и улучшая качество сельхозпродукции. Активное участие местных жителей сыграло ключевую роль. Были организованы экологические сообщества, фермеры начали сотрудничать и обмениваться знаниями. Школы и университеты ввели в программы курсы по устойчивому сельскому хозяйству и защите животных. Дети учились ухаживать за кошками, понимать основы экологии и учились ценить роль каждого существа в экосистеме. Это способствовало формированию поколения, готового к ответственному взаимодействию с природой. Кроме того, проект вызвал значительные социальные перемены. Местные жители стали оставаться на родных землях, поскольку получили возможность развиваться и зарабатывать. Это повлияло на сокращение миграции, улучшение уровня образования и здравоохранения. Сельские общины укреплялись, появлялись новые культурные инициативы, связанные с историей проекта. Важным фактором успеха стала координация между правительством, местными организациями и научным сообществом. Ученые продолжают исследования, улучшая подходы к взаимодействию кошек с экосистемой. Новые идеи включают использование кошек в сочетании с другими природными мерами. Высадка растений, поддержание биоразнообразия и снижение влияния человека на окружающую среду. Программа получила международное признание. Экологи со всего мира заинтересовались китайским опытом. Конференции, симпозиумы и исследования, посвященные восстановлению природы с помощью животных, начали включать кейс Кузучи как пример успешного вмешательства. Проект стал основой для многочисленных научных статей, обсуждающих возможности устойчивого восстановления экосистем. Китайская инициатива по переселению кошек в пустыню Кузучи стала знаковым событием, которое изменило жизни тысяч людей и облик целого региона. От восстановления природы до роста экономики этот проект доказал, что даже самое нестандартное решение может стать источником надежды. Кошки, запущенные в пустыню, как решение проблемы с крысами, стали символом перемен. Они показали, что природа может восстановиться, если ей не мешать, а помогать. Через десятилетия после начала проекта можно уверенно сказать, эта история не просто о кошках, а о смелости, упорстве и способности людей изменить окружающий мир к лучшему. Даже самые маленькие существа могут принести большие перемены. Главное — дать им шанс. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!